Северная Атлантика. 14 апреля 1912 года. Это была удивительно спокойная ночь. Неподвижный океан, как черное зеркало. Спать никому не хотелось. Вперед смотрящий Фредерик Флит видит в 650 метрах прямо по курсу темную глыбу высотой 30 метров. Он трижды ударяет в колокол, что означает препятствие прямо по курсу, и звонит на мостик. Лед прямо по носу. На вахте первый помощник капитана Уильям Мердок. Мердок отдает команды. Право на борт, рассчитывая обойти айсберг слева. Сразу после этого стоп машина и полный назад. Чтобы лайнер не задел айсберг кормой, вслед за этим он сразу отдает команду лево на борт. Но корабль слишком велик для быстрого маневра. Около полуночи мы все еще были в курительной комнате, когда корабль замедлил ход. Мистер Гугенхайм отправил стюарда выяснить обстановку. Стюард сообщил: «Ничего особенного, сэр. Мы слегка задели айсберг». «Титаник». «14 апреля 1912 года. 23 часа 40 минут. Северная Атлантика. 41 градус северной широты, 50 градусов западной долготы. Самый большой и надежный в мире корабль с гордым названием «Титаник» на скорости 22 узла задел плавучую дюну весом 272 тысячи тонн. Подводная часть айсберга раскрепла обшивку «Титаника» на 90 метров по правому борту. При столкновении на обшивку корабля пришлось давление в 2,5 тонны на квадратный сантиметр. Толстая, хорошо закаленная сталь выдержала. Не выдержали заклепки, которые скрепляли швы. Они были сделаны из кованого железа, в котором оказались вкрапления шлака. В структуре железа шлаковые включения образовали микропустоты, и в момент удара заклепки лопнули. Швы разошлись. Внутрь хлынула забортная вода. В это время на мостике старший помощник Мердок нажал кнопку электропривода. Герметичные двери водонепроницаемых отсеков стали закрываться одна за другой. На верхних палубах почти ничего не заметили. Четверо стюардов, готовивших закуску для посетителей салона первого класса, обратили внимание на легкое позвякивание столовых приборов. В пекарне упал поднос со свежими булочками. Когда мы вышли на открытую палубу, она была усыпана ледяными обломками. Молодые люди играли ими. Позади корабля медленно уплывал в темноту гигантский силуэт айсберга. В тот момент никто еще не знал, что ждет нас впереди. 23 часа 42 минуты. На мостик спешно вышел капитан Эдвард Джон Смит. Ему доложили, что вода заливает котельные, и откачивать ее не успевают. Капитан попросил немедленно вызвать для консультации Томаса Эндрюса. Томас Эндрюс-младший, 39 лет. Главный конструктор лайнеров «Олимпик» и «Титаник». Начинал работу в качестве подмастерья в конструкторском отделе верфи, совладельцем которой был его дядя Уильям Джеймс Пири. После 12 лет обучения стал менеджером строительных работ. А в 1907 году
исполнительным директором судоверфи «Харланд энд Вульф». Отправился в первый рейс «Титаника» в составе гарантийной группы вместе с другими разработчиками. Несмотря на внешнее спокойствие на палубе, тревога, казалось, висит в самом воздухе. Я увидел Дика Мортона. На нем просто лица не было. Я подумал, он знает что-то о столкновении. Оказалось, нет, Дик вообще ничего не заметил. Он убит горем, потому что его обожаемая женушка, эта вертихвостка Флоренс, собралась подавать на развод. Только и всего. 23 часа 52 минуты. Капитан Смит и конструктор Эндрюс понимают, что за 10 минут уровень воды поднялся на 4,5 метра и что повреждены сразу 5 отсеков. На это система непотопляемости «Титаника» не была рассчитана. По расчетам конструкторов, «Титаник» мог оставаться на плаву при затоплении любых 2 отсеков, или любых 3 из первых 5 отсеков, или даже 4 из первых 5 отсеков. Но поскольку швы разошлись вдоль борта на длину около 90 метров, затоплены оказались сразу 5 отсеков. Отсеки не были перекрыты сверху, поэтому при наполнении одного вода просто переливалась в следующий. Трюмная команда пыталась откачивать воду, но скорость поступления воды в трюмы в 10 раз превышала скорость ее откачивания. Корабль мог держаться на плаву еще максимум 2 часа. В 0 часов 14 минут капитан Смит лично пришел в радиорубку и распорядился передавать сигнал бедствия. Дежурный радист Филлипс начал отстукивать сигнал CQD MGY «Титаник» 41.46 Норд, 50.24 Вест. CQD — собственный сигнал компании «Маркони». Он состоял из сигнала общего вызова CQ, принятого в 1903 году в Берлине на конференции 8 главных морских держав, к которому Маркони добавил букву D, начальную букву слова «danger» — «опасность». На следующей конференции в 1906 году представители 29 стран-участниц ввели новый единый для всех радиосигнал SOS. Но станции Маркони все еще продолжали использовать сигнал CQD. В ночь с 14 на 15 апреля Атлантику пересекали 52 судна, но далеко не все из них были оборудованы радиопередатчиками. Из судов, оборудованных телеграфом, ближе всех к терпящему бедствие «Титанику» находились английские суда «Калифорниан» и «Карпатия», канадский корабль «Маунтин Тампль», французский «Прованс», немецкий «Франкфурт», японский «Ипиранга» и русский «Бирма». В 0 часов 18 минут откликнулся «Франкфурт». «Окей, ждите». В 0 часов 19 минут посыпались подтверждения о приеме радиограмм с парохода «Маунтин Тампль», с лайнера «Вирджиния», с русского трампового судна «Бирма». Радиостанция мыса Рейс прислала сообщение. Сигнал получен и передан дальше на материк. Молодой радиолюбитель Дэвид Сарнов на крыше универмага Wanamaker в Нью-Йорке поймал слабые сигналы с «Титаника» и передал их дальше. Ночь наполнилась треском электрических разрядов. В самом их эпицентре медленно погружался в океан самый надежный в мире корабль. Я все еще оставался на палубе, чтобы понять, что все-таки происходит. Ко мне присоединились мистер Гугенхайм и майор Арчи Батт. По нашей просьбе Стюарт принес нам виски и, без просьбы, спасательные жилеты.
Объяснил, что капитан приказал начинать эвакуацию, но беспокоиться пока что не о чем. Это обычная предосторожность. Ближе всех к «Титанику» были 3 корабля. «Карпатия» в 58 милях, «Калифорниан» в 20 милях, рыболовецкая шхуна «Самсон» в 17 милях. Но никто из них не отвечал на позывные «Титаника». Радист «Карпатии» как раз отлучился на мостик. На «Самсоне» вообще не было радиостанции. А радист, дрейфующего в ледовом поле «Калифорниана», отправив накануне вечером ледовое предупреждение, лег спать. До полного погружения «Титаника» 1 час 55 минут. Несмотря на приказ капитана об эвакуации, долгое время никто не хотел садиться в шлюпки. Многие дамы заявляли, что на палубе слишком промозгло, и удалялись обратно в салон. Я слышал, как кто-то возмущался. Зачем все эти пустые формальности? Все равно скоро вернемся. Лучше провести это время в тепле и уюте. В 0 часов 30 минут Джек Филлипс получил ответ с «Карпатии». Сигнал бедствия услышан. «Карпатия» торопится на помощь на всех парах и прибудет на место бедствия через 4 часа. Это был средних размеров лайнер компании «Cunard Line». Он вышел из Нью-Йорка 11 апреля, направляясь в Гибралтар, а затем в Геную, Неаполь и Триест. Получив в ночь на 15 апреля сигнал бедствия с «Титаника», капитан «Карпатии» Артур Ростран не раздумывал ни секунды. Артур Генри Ростран, 43 года, британский капитан компании «Cunard Line». Его морской опыт насчитывал 27 лет, однако должность капитана он занимал всего 2-й год, а «Карпатией» командовал лишь 3-й месяц. Впоследствии будет награжден золотой медалью Конгресса, а после Первой мировой войны – орденом Британской империи. В 1931 году получит звание командора. Капитан Ростран приказал развернуть корабль и плыть на помощь «Титанику» как можно быстрее. Для этого понадобилось отключить отопление и горячую воду. Зато «Карпатия» смогла развить рекордную скорость – 17,5 узлов, при том, что максимальной для нее было 14 узлов. Параллельно шла подготовка к спасательной операции. Весь экипаж и обслуга были на ногах. На кухне варили галлоны бульона и кофе. Стюарды собирали со всего корабля теплые вещи, одеяла, бутылки виски и бренди. Матросы готовили шлюпки и трапы. В 12:30 ночи уже было заметно, что «Титаник» дал сильный крен на нос, и вода дошла до носовой палубы. Но при этом, удивительно, эвакуация шла очень медленно. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей, но их приходилось долго уговаривать, потому что они не желали расставаться со своими мужьями и отцами. Мистер Джон Астер с большим трудом сумел усадить в шлюпку свою юную супругу Мадлен. Рядом упрямился мистер Картер, 10 лет от роду, отказываясь идти с женщинами и детьми. Мистер Астер надел на него невесть откуда взявшуюся девичью шляпу и заявил: «Теперь вы девочка, сэр, и должны сесть в шлюпку». Мальчуган был настолько обескуражен, что послушался. На «Титанике» с капитанского мостика были хорошо видны в 10-15 милях огни какого-то корабля. Но почему он не отвечал на сигнал бедствия? Может быть, у него не было радио? В 0 часов 40 минут с верхней палубы по приказу капитана стали пускать сигнальные ракеты. Норвежская рыболовецкая шхуна «Самсон» в ту ночь занималась незаконной охотой на тюленей. Капитан «Самсона» видел, как с огромного корабля вдали стали пускать сигнальные ракеты, но подумал, что это сигналы береговой охраны, и решил убраться подальше, пока его не поймали. Ракеты были белого цвета. Сигнальная ракета бывает белого и красного цветов. Их применение строго регламентируется морской конвенцией. Ракеты белого цвета предназначаются для подачи сигнала, привлекающего внимание. Для подачи сигнала тревоги применяется красная ракета.
Но на «Титанике» красных сигнальных ракет почему-то не оказалось. На Калифорнии они тоже видели белые ракеты. Вахтенный офицер, второй помощник Герберт Стоун, решил, что это праздничный фейерверк. На входе в сигарную комнату я столкнулся с мистером Гугенхаймом. Он был очень взволнован и на ходу сообщил мне, что дела очень плохи. Мы тонем, шлюпок на всех не хватит, и помощь прийти не успеет. После чего удалился. Я подумал тогда, что господам американцам хорошо бы научиться держать себя в руках. Радисту Брайту пришла в голову идея. Вместо обычного сигнала подать новый — СОС. «Возможно, тебе больше никогда не придется посылать этот сигнал», — заявил он напарнику. Филлипс сменил сигнал. В 0 часов 45 минут с тонущего «Титаника» был послан первый в истории сигнал СОС. 3 точки, 3 тире, 3 точки. СОС — последовательность знаков, удобная для передачи азбукой Морзе. Аббревиатурой не является. Расшифровки этого сигнала, такие как «Save our ship» — «Спасите наш корабль», «Save our souls» — «Спасите наши души», «Swim or sink» — «Плывите или утонем», «Stop other signals» — «Прекратите другие сигналы», были придуманы моряками гораздо позже. О том, что корабль тонет и очень быстро, на верхних палубах знали только считанные люди. Большинство пассажиров были уверены, что скоро вернутся в теплые каюты, и просили стюардов приготовить горячий чай. Во избежание паники экипаж и персонал не сообщали, насколько серьезно положение, а только настойчиво призывали к эвакуации. 5 палубами ниже пассажиры 3-го класса уже понимали, что все они обречены. Вырваться наверх из лабиринта залитых водой коридоров не мог никто. Все ворота, ведущие на шлюпочную палубу, были заперты. А тем временем шлюпки отчаливали с большим количеством свободных мест. В 0:45 шлюпка номер 7 спущена первой с правого борта. Занято 28 мест из 65. Шлюпка номер 6 от левого борта. Занято 24 места из 65. Шлюпка номер 5 от правого борта. Занято 41 место из 65. Шлюпка номер 3 от левого борта. Занято 33 места из 65. Шлюпка номер 1 от правого борта. Занято 12 мест из 65. Остается 15 шлюпок и более 2000 человек на борту. 1 час ночи. До полного погружения «Титаника» 1 час 20 минут. Видел, как миссис Браун помогала усаживать пассажиров в шлюпку. Пыталась шутить и даже хохотала в своей манере. Сама же отказалась садиться, заявив: «Если даже и случится худшее, я выплыву, я же непотопляемая». Но ее буквально с силой столкнули в шлюпку. Я слышал ее возмущенные крики. 1 час 15 минут. Плита с названием «Титаник» в носовой части скрылась под водой. Каждую секунду в непотопляемые отсеки проникало 5 тонн океанской воды. Корабль все сильнее наклонялся на нос. Если бы в этот момент было возможно контрзатопление 2 кормовых отсеков, пароход еще смог бы встать на ровный киль. Достаточно было открыть водонепроницаемые двери, чтобы вода распределилась по кормовым отсекам, создав таким образом баланс. Но при проектировании непотопляемого «Титаника» система контрзатопления не была предусмотрена. Музыканты все еще играли, но никто их уже не слушал. Люди в спасательных жилетах перебегали от одного борта к другому. Когда я случайно наткнулся на Уортонов,
Флоренс казалась парализованной от ужаса. Дик тоже ничего не соображал. К этому времени я уже знал, что по правому борту, где посадкой в шлюпке руководил мистер Лайтоллер, пускали только женщин и детей. И я потащил Мортонов на левый борт, где работал мистер Мердок. Уильям Макмастер Мердок, 39 лет, первый помощник капитана. С 1900 года служил в компании White Star Line на крупных пассажирских лайнерах. В 1903 году спас от столкновения лайнер «Арабика», собственноручно исправив курс. В ночь на 15 апреля именно он был вахтенным офицером и попытался предотвратить столкновение с айсбергом, используя весь свой опыт. При посадке в шлюпки Мердок руководствовался правилом: женщины и дети в первую очередь, и если останутся места, могут садиться мужчины. Он старался не оставлять свободных мест в шлюпках. Потом выяснилось, что 75% спасшихся были эвакуированы именно с левого борта. 1 час 30 минут. Носовая палуба уже покрыта водой. Команда у шлюпбалок ускоряет работу. Среди пассажиров начинается паника. Пятый помощник капитана Гарольд Глоу делает предупредительный выстрел вверх. Офицеры и матросы уже почти не справлялись с толпой. Меня поразил Дик Мортон. Он быстро сорвал с себя пальто, закутал в него Флоренс и буквально перетащил ее через леера в шлюпку. «Дик!» — закричала Флоренс. «Дик, а ты?» «Не волнуйся!» — закричал Дик. «Держи только руки в карманах, очень холодно!» И дальше сам стал помогать остальным. Он сдерживал напор толпы, передавал детей, поддерживал женщин. Флоренс из шлюпки во все глаза смотрела на мужа, которого она еще недавно называла «мистер Неудачник». Признаюсь, в этот момент я гордился мистером Ричардом Мортоном как сыном. 1 час 35 минут. Паника усиливается все больше. Под шумок в шлюпку успевает сесть Джозеф Брюс Исмей, управляющий директор компании White Star Line. Впоследствии Исмей сильно пожалеет о том, что влез в шлюпку, и вообще о том, что выжил в ту ночь. Давний недруг Исмея, газетный магнат Хёрст, организует настоящую травлю, и журналисты быстро сделают из Исмея труса и подлеца, который посмел спасти свою жалкую жизнь, когда погибло так много достойных людей. Мы с Диком с трудом выбрались из толпы. Неподалеку от нас, в шезлонгах, устроилась пожилая пара, мистер и миссис Штраус, американские миллионеры. Ида Штраус отказалась садиться в шлюпку. Свое место она отдала горничной и осталась с мужем. Я слышал, как она сказала: «Мы прожили вместе 40 лет, вместе и умрем». А вскоре к нам подошел мистер Гугенхайм, которого я подозревал в трусости. Оказалось, он посадил в шлюпку свою подругу, мадам О'Бар, и ее горничную, а сам пошел переодеваться в парадный костюм. «Я решил встретить смерть, как подобает джентльмену», — пояснил он. Да, эта ночь была полна неожиданных открытий. 1 час 45 минут. Последняя шлюпка спущена на воду. На борту остается 1500 человек. Радисты Брайт и Филлипс продолжают передавать сигнал бедствия. На верхнюю палубу, наконец, прорываются пассажиры 3-го класса, которые все это время блуждали в недрах корабля и видят шлюпбалки с пустыми канатами. До полного погружения «Титаника»
Остается 35 минут. Я попрощался с Диком Мортоном, напоследок дав ему несколько советов по выживанию. Если он действительно уверен, что все в руках человека, то почему бы ему не попробовать спастись? Привожу здесь эти советы на тот случай, если дневник все-таки уцелеет. Итак, если вы тонете в Северной Атлантике, температура забортной воды около нуля, и вам нужно подольше продержаться. Первое. Несколько выпитых порций рома или виски помогут вам дольше сохранить тепло. Второе. Спасательный жилет надевайте под пальто, а не поверх. Третье. Когда окажетесь в воде, отплывайте подальше от тонущего корабля, чтобы вас не засосало в воронку. Четвертое. Если найдете деревяшку или какое-нибудь иное плавсредство, держитесь на нем, высунувшись как можно больше из воды. И старайтесь находиться подальше от толпы. Вот и все. Два часа 5 минут. Вода покрывает носовую часть верхней шлюпочной палубы. 2 часа 7 минут. Капитан Смит в последний раз заходит в радиорубку и приказывает радистам прекратить работу и попытаться спастись. Брайт собирает документы. Филлипс продолжает посылать СОС. Капитан уходит на мостик. В 2 часа 7 минут конструктор Томас Эндрюс останавливает часы в курительной комнате первого класса. Там же делает последние заметки журналист Уильям Стит. Не знаю, а зачем я описал здесь события этой ночи. Моя судьба — утонуть вместе с «Титаником». Но кто знает судьбу этих заметок? Какая горькая ирония. Непотопляемый корабль идет ко дну в первом же рейсе. При полном штиле. Всего за каких-то 1,5 часа. И это символ могущества человека, воплощенный в металле вызов любым силам природы. Ему ничего не страшно. Он велик, прекрасен и непобедим. Он открыл эру безграничного процветания, и нет такой силы в мире, которая могла бы ему помешать. Два часа 10 минут. Падает первая дымовая труба. Под водой скрывается капитанский мостик. Корма поднимается вверх. Свет еще горит. 2 часа 13 минут. Корпус «Титаника» погружается в воду до уровня 3-й дымовой трубы. Наклон корпуса 40 градусов. 2 часа 15 минут. Корма «Титаника» на 60 метров возвышается над водой. Полностью видны грибные винты. 2 часа 17 минут. Передан последний сигнал СОС. Перестает работать электрооборудование. Гаснет свет. 2 часа 18 минут. Корпус судна разламывается между 3-й и 4-й трубами. Носовая часть тут же уходит на дно. Корма встает вертикально. 2 часа 20 минут. Кормовая часть «Титаника» полностью погружается под воду. Обломки самого большого и надежного в мире корабля идут ко дну со скоростью 20 узлов. В ледяной воде оставались почти 1000 человек. В 1,5 милях от места катастрофы ожидали помощи еще 625 человек в шлюпках, большинство из которых были заполнены только наполовину. Капитан Эдвард Джон Смит ушел на дно вместе со своим кораблем, не совершив попытки спастись. Из 7 офицеров спаслись 4: Герберт Питман, Гарольд Лоу, Чарльз Лайт-Толлер и Джозеф Боксхолл. Из медицинского персонала уцелела медсестра для пассажиров первого класса Эвелин Мартсон. Радист Джек Филлипс погиб.
Радисту Гарольду Брайту удалось выплыть. Из 5 почтальонов не выжил ни один. Гарантийная группа верфи Харланд энд Вульф из 9 человек, возглавляемая конструктором Томасом Эндрюсом, погибла в полном составе. Все 8 музыкантов погибли. Из 300 человек машинной команды, инженеров, котельщиков, электриков, пожарных, кочегаров, водопроводчиков, кладовщиков и грузчиков уцелели только 69. Из 500 человек обслуживающего персонала выжили 29. Пассажиры Джон Астер IV, Бенджамин Гугенхайм, супруги Штраус, майор Арчибальд Бат, журналист Уильям Стит погибли. Всего в ту ночь погибло 1490 человек. 1332 мужчины, 106 женщин и 52 ребенка. 3/4 погибших – пассажиры 3-го класса и члены экипажа. Кто виноват в этом? Если бы при строительстве «Титаника» использовались не кованные железные, а стальные заклепки, обшивка корабля выдержала бы столкновение с айсбергом. Если бы помимо водонепроницаемых отсеков на «Титанике» была бы предусмотрена система контрзатопления, корабль удалось бы выровнять, и он смог бы дождаться помощи на плаву. Если бы на корабле «Калифорниан» радист пошел спать хотя бы на час позже, он бы успел принять сигнал бедствия с «Титаника», и «Калифорниан» пришел бы на помощь уже через час. Если бы на «Титанике» были красные сигнальные ракеты, вахтенные и на «Калифорниане», и на «Самсоне» опознали бы сигнал бедствия, и к месту крушения быстро пришли бы 2 корабля. Если бы на «Титанике» оказалось достаточное количество шлюпок, удалось бы эвакуировать всех. Если бы шлюпки спускались на воду заполненными полностью, спаслось бы гораздо больше людей. 2 часа 30 минут. 20 шлюпок дрейфовали группами и поодиночке на площади радиусом около 5 миль посреди гладкого, как пруд, ночного океана. Кто-то обратил внимание на необычно большое количество падающих звезд. Кто-то вспомнил легенду о том, что всякий раз, когда падает звезда, кто-то умирает. Но только одна шлюпка под командой 5-го помощника Гарольда Лоу вернулась туда, где в ледяной воде умирали сотни людей, и подобрала несколько человек. В остальных после непродолжительных споров решили не рисковать. «Дорогая мамочка, ты только не волнуйся. Сейчас твоя Флоренс уже в безопасности. Невероятно, как мне удалось пережить эту ночь. Сначала был ужас, невыносимый ледяной ужас, темнота и крики. И я знала, что там сейчас тонет мой милый Дик. Мамочка, он пожертвовал собой. Он поступил как истинный герой, как рыцарь. Как я могла? Мне казалось, что я разочаровалась в нем. Как это ужасно. В тот миг, когда любовь вспыхнула с новой силой, я потеряла его. Мы очень долго сидели в шлюпках. Было холодно. Так холодно, что даже страх куда-то отступил. Мы все будто одеревенели и просто ждали смерти. В шлюпке номер 6 кочегар Фред Барретт, которого вытащили из воды, так сильно дрожал от холода, что чуть не падал. Сидящая рядом миллионерша Маргарет Молли Браун сняла свою соболью накидку и закутала ему ноги, завязав соболиные хвосты вокруг его лодыжек. А потом организовала дамскую гребную команду. В шлюпке номер 4, где вода доходила пассажирам до голеней, миссис Тейер гребла наравне с мужчинами на протяжении 5 часов. Это помогало ей хоть как-то отвлечься от мыслей о муже и сыне, которые остались на тонущем корабле. Она не знала, что ее сын, 17-летний Джек Тейер,
сумел выплыть, и его подобрали в парусиновую шлюпку вместе с радистом Брайтом и первым помощником Лайттоллером. В шлюпке номер 8 на румпеле всю ночь сидела графиня Ротес. Матрос Джонс, старший по этой шлюпке, доверил управление именно ей, потому что счел ее самой толковой и мужественной. Впоследствии Джонс снял со шлюпки цифру 8, отдал вставить ее в рамку и послал графине в знак своего восхищения. А графиня на протяжении многих лет каждое Рождество присылала ему поздравления. Под утро я впала в какое-то оцепенение. Я пыталась грести, но у меня не получалось. Очень хотелось спать. Вдруг кто-то закричал «Корабль!». На горизонте показались огни. Они двигались. В 4 часа 30 минут на место крушения прибыл пароход «Карпатия». К этому времени в живых оставалось чуть более 700 человек. В 5:30 утра на пароходе «Калифорниан» сменилась ночная вахта. Второй помощник Стоун доложил своему сменщику, старшему помощнику, о странном судне, которое пускало белые ракеты, а потом исчезло. В 5 часов 40 минут старпом разбудил радиста Эванса и попросил послушать последние сообщения. Не прояснится ли странная история с ракетами? Эвансу хватило 2 минут, чтобы узнать, что произошло этой ночью. Капитан Лорд немедленно приказал запустить машины и направил свое судно к тому месту, где затонул «Титаник». В 8:30 «Калифорниан» прибыл на место трагедии. Спасать было уже некого. Позже капитана Лорда обвинят в неоказании помощи тонущему кораблю. Он подаст в отставку в том же году и до конца жизни будет бороться за свое честное имя. Все уже позади. И это письмо я пишу тебе с парохода «Карпатия», который спас всех нас. Сейчас 9 утра, и мы плывем в Нью-Йорк. Как только прибудем, я отправлю тебе это письмо. Надеюсь, оно дойдет быстро. Мало ли что напишут в газетах. В ночь на 15 апреля в Нью-Йорке была получена краткая телеграмма агентства Associated Press с мыса Рейс. С «Титаника» был передан сигнал CQD, сообщение о столкновении с айсбергом и просьба о незамедлительной помощи. Следующая телеграмма. «Титаник тонет с большим дифферентом на нос и производит посадку женщин и детей в спасательные шлюпки». Газета «Нью-Йорк Геральд», утренний выпуск. Новый лайнер «Титаник» сталкивается с айсбергом и просит о помощи. Суда спешат ему на выручку. «Нью-Йорк Таймс», утренний выпуск. «Титаник тонет. Женщины эвакуируются в шлюпках». Газета «Ивнинг Сан». После столкновения все люди с «Титаника» спасены. У радиста «Титаника» Гарольда Брайда были отморожены и практически раздроблены обе ноги. Но он нашел силы сесть за стол в радиорубке Карпатии, чтобы передать на мыс Рейс. «Титаник» затонул. 1500 человек погибли. Всю дорогу до Нью-Йорка он, меняясь с радистом Карпатии, передавал на материк списки выживших. Впоследствии компания Маркони наградит Брайда золотыми часами с надписью «В знак признательности, выполнившему свой долг и сделавшему это храбро». Брайд вылечится в американском госпитале и вернется в Англию. Через несколько лет, благодаря старой публикации о героях «Титаника», встретится со своей будущей женой. «Мамочка, ты не поверишь. Пока я писала это письмо, выяснилось, что Дик жив. Он сам нашел меня, а я чуть в обморок не упала от счастья. Оказывается, он прыгнул с кормы и отплыл подальше от корабля. Долго плыл, потом его подобрала шлюпка. Он считает, что выжил исключительно благодаря советам нашего нового знакомого, мистера Уильяма Стида, а сам мистер Стид, по-видимому, утонул. В списках спасенных его нет».
Составлением списков на борту «Карпатии» по собственной инициативе занялась Маргарет Молли Браун. Она знала несколько языков и свободно общалась с пассажирами третьего класса, многие из которых не говорили по-английски. Благодаря ей люди узнавали о том, что их родственники не погибли и находятся неподалеку от них. Кроме того, миссис Браун организовала сбор средств для тех, кто потерял все. Ко времени прибытия в Нью-Йорк она собрала около $10 000. Позже именно она организует фонд спасшихся с «Титаника» и вручит капитану Карпатии Артуру Рострону Кубок любви. Какое длинное получилось это письмо. Завтра мы прибудем в Нью-Йорк, но когда доберемся до Бостона, неизвестно. Я помню, что успела отправить тебе одну очень глупую телеграмму о том, что я ухожу от Дика. Мамочка, забудь. У меня самый лучший на свете муж. Я очень люблю его и ни за что с ним не расстанусь. Вечером 18 апреля Карпатия прибыла в Нью-Йорк. В порту уже собралось 30 000 любопытствующих. Пока корабль подходил к пирсу, рядом с двух сторон плыли буксиры с репортерами. Шлюпки «Титаника», выгруженные из Карпатии, отвели к пирсу компании White Star Line. На следующий день, утром, рабочие уже соскабливали с них название «Титаник». Потом было долгое судебное разбирательство. Бесконечная газетная шумиха. И огромное количество сувенирной продукции. Сувениров в честь гибели корабля было сделано и продано гораздо больше, чем в честь его помпезного спуска на воду. До сих пор самый знаменитый корабль в мире — это «Титаник», плавание которого длилось всего лишь 4 дня, 17 часов, 30 минут. С тех пор прошло 100 лет. Многое вроде бы изменилось. Трансатлантические перелеты, освоение космоса, ядерная энергия, спутниковые телефоны, эхолоты, ледовый патруль и спасательные службы. Мы все так же хотим безграничного процветания, максимального комфорта и абсолютной надежности. И все так же остаемся абсолютно беззащитными. Землетрясения, цунами, тайфуны, плавучие льды или просто обычный средиземноморский риф. И бесконечные «если бы не» и «кто виноват». А тем временем на дне Атлантики медленно рассыпается в прах символ могущества человека, воплощенный в металле вызов силам природы — непотопляемый «Титаник».